Всем добрый день! Сегодня у нас 16 марта, четверг. День начался не очень. С 9 утра и до 11 сплошные воздушные тревоги, одна за одной. Сразу всем рекомендуется в укрытие, прятаться, все. Ну, люди уже, знаете, привыкли, если бы это первый день. Просто куда шли, то не могут попасть. Закрывается все, если воздушная тревога, все. То до 11 часов, с 9 были воздушные тревоги. Куда и что летело, пока неизвестно. Потом уже, может, будем знать. А я хочу приготовить сегодня простой обед. Суп гороховый. Ребрышки свиные уже варятся, закипели. Я сняла пену и вот помыла гороха стакан. Вот у меня сухой горох. Сейчас я заложу горох туда и пусть варится. Я обычно горох варю до полного разваривания. Уже будет готовый горох чуть такими горошинками. То горошинка, то разварилась полностью, то уже буду тогда добавлять картошку, зажарю морковкой. А сейчас этот горох пойдет к супу туда. Закипел горох, тоже пену надо снять, и пусть себе спокойно варится. Мясо с горохом варится, небольшой огонь сделала. Этим временем подготовлю картошку, почищу, морковку, все это сделаю. Я сегодня думаю, ну надо первое сварить. Что? То недавно, и то, и рассольник, и борщ, и все. Суп гороховый не варила. Не думала, что-то такое, знаете, там эксклюзивное, загадочное. Нет, захотелось этот суп гороховый. У меня еще есть батона кусок, греночки пожарю. Не маленькие, такой просто. Кусочки батона с супом вкусно получается. Так что пусть варится себе супец. Подготовила картошку, такие 4 небольшие картошки. Морковь натру на крупной терке. Луковица небольшая такая, небольшим кубиком нарежу. Вот, видите, горох разварился. Попадаются еще эти горошины целые, но уже мягкие. Вот сейчас добавляю картофель и лук. Подсолить можно по вкусу, потому что я не очень солила, чтоб не мешало гороху вариться. Я не замачивала горох, не добавляла ни соду, ничего. Вот так он успевает провариться с мясом. С супом мы ходим на финишную прямую. Досолила, варится картошечка, лук. Обжарю немного морковь. И все. Перчик, лавровый лист добавлю, зелень. Еще хочу показать, вот из Китая пришли посылочки от разных продавцов, но вложили в один пакет и очень удобно. Вот такие небольшие штучки. Сейчас покажу вблизи. Вот такая штучка. Это таймер для варки яиц. У меня такой есть. Даже у меня уже второй, потому что как-то давно упал. И вот эта нижняя часть отбилась. Потом я склеила вроде, все нормально. Нет, не работал. Показывает. Появляются белые кольца вот здесь вот. Черточки. Одно белое, очень в смятку, а потом белое тут почти все, то вкрутую. Ну, главное в смятку не пропустить.
Вот. Удобно пользоваться, но он не пищит, не кричит, не зовет. Это находитесь в кухне и поглядываете. Яйца закладываете в воду, этот таймер, и он показывает, когда готово яйцо в том виде, в котором вам необходимо. Это дочка заказала. У нее тоже был этот таймер, но не помню, что она сказала. Вот это она тоже. Кисточка для макияжа. Ой, какая приятная, боже. Такая кисточка. Очень мягенькая, приятная, просто шелковистая. Я ссылки на эти товары, как всегда, оставлю под видео. Кому интересно, зайдете, посмотрите, что и как. Супчик готов. Пахнет так горох хорошо. И греночки вот 2. Сейчас будем пробовать. Мясо положила на досточку, кусочек ребрышка, чтобы остывало. Я вообще гороховый суп обожаю. Ну, каждый день его ж не будешь варить. Вот пришла очередь гороховому супу, сварила. Горох полностью разварился. Вот еще греночка. Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, и вы вспомните, что в меню может быть и гороховый суп. Он очень вкусный. Еще его варят и с копченостями. Я раз попробовала, мне совсем он не зашел, как сейчас говорят. Нет, это не мое с копченостями. Я просто варю со свиными ребрышками. Но у всех свой вкус. Так ведь кому только с копченым, кому только так. Заходите на мой канал, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, готовьте со мной и до новых встреч, и всего вам самого доброго.